Всем привет! Сегодня у нас расклады, которые вам нравятся. Обязательно заходите для самопознания, для самореализации в закрытые расклады. Они будут выходить теперь там, потому что обратной связи нет, а вот это вы смотрите. Так, давайте в долгий ящик откладывать не будем, да? Хотите самопознаваться и самореализовываться, то вам прямая дорога, конечно же, куда? Проживание арканов. Хотите эзотерике свою жизнь посвятить, то проживание арканов и манифест. Все просто. Так, давайте начнем. Итак, вспомнил. Девятка пентаклей. Ну, вам карты и так видно. Я вот вспомнил. Я забыл, как сейчас со Светланой общался в магическом чате. И забыл название колоды этой. Это Таро оппозиции. Пятерка кубков и перевернутая луна. Таро оппозиции это, Светлана. Смотрите. Какие мысли о тебе сводят его с ума. Все простенько. Простенько, но вам такое нравится. И по перевернутой девятке пентаклей, что сейчас между вами, у вас, у обоих, это, кстати, сигнификация, да, чтобы ты поняла, тебе этот расклад или нет. А у вас чувство, что отношения недооценены. Вы вроде вместе, но нет вот этого полного удовлетворения. Понимаешь? Как если бы вот каждый день вы говорили: «Хорошо, у нас все хорошо», но усталость от вот это день сурка вспомнил. То есть вот эта рутина. То ли внимания не хватает со стороны друг друга, да? Но это не скандалы, это не расставание. Присутствует легкая неудовлетворенность друг дружкой. Это вот знаешь, как примерно, почему мы не так счастливы, как могли бы быть, да? Вот примерно вот так. Потому что он на работе пропадает, ты ждешь, что он приедет с цветами, обнимет, но в итоге он приходит без цветов, а просто усталый. И нет вот этого теплого момента. Громких ссор нет, но есть вот этот осадочек, да, чего-то не хватает. Это как, знаешь, вот, как хотеть кушать очень сильно. Тебе наливают тарелку супа, но там нет соли. Вроде и поесть можно, да, но соли не хватает. И вот у вас в отношениях примерно так же. И каждый вот про себя думает, что хочется больше тепла, хочется признания, хочется вот такого, но не может. И такое состояние, оно создает легкую пустоту между вами, где вы нормально живете, все нормально, но все время чувствуете, что недополучаете заботу. И причем я говорю не про тебя, я говорю и про него тоже. Понимаешь? У вас у обоих так. Ну, в смысле, ощущения такие. Что именно в тебе крутится у него в голове и не дает спокойно жить? Что именно о тебе крутится? Я закорючку поставил. В. Ну, смотри. По тройке пентаклей, ему нравится твоя способность вот это наладить совместный быт, да, там, умение работать в команде, как говорится, поддерживать. И он замечает, как ты вот там ловко организуешь вот эти там всякие посиделки, встречи с ним, помогаешь ему разбираться с чем-то. И это вызывает у него уважение, даже тихое восхищение. Но в то же время это не дает ему покоя. Потому что, вот знаешь, в голове вот так, она такая вот вся деятельная, да, и у нее все под контролем, а я иногда не тяну. Понимаешь? То есть он восхищается тем, как ты вот собираешь все воедино.
там готовка, глажка и так далее и тому подобное. И в голове у него появляется мысль, как она все успевает, еще и остается веселой. И это сводит его с ума, потому что он и рад, что ты такая организованная, да, но иногда чувствует, что рядом с тобой его инициативы меркнут. Понимаешь, как бы он меркнет. И вот эта мысль у него крутится вот так в голове, на карусельке катается. Пятерка жезлов — это как эти мысли заставляют его вести себя странно или необычно. Ну, понятно, да, внутри борьба. И он ведет себя с тобой слишком бойко иногда. То есть, знаешь, как будто старается доказать, что тоже много чего умеет. Например, там начинает спорить с тобой по мелочам, да, вступает в какое-то вот это легкое соперничество. Да, возможно, до кидания сковородок, я не знаю. Но это соперничество. И это проявляется также вот в маленьких каких-то моментах. Вы планируете куда-то поехать, а он вдруг говорит: а я не хочу, да? Хотя там до этого спокойно согласился. То есть меняет вот так планы не потому, что обстоятельства сложились у него там на работе, неважно где, а вот именно чтобы показать, что он тоже молодец. Понимаешь? Или он там может ревниво фразы бросать, что там тебе же надо, чтобы все под контролем было, да? Тебе же надо, чтобы все было там по полочкам, по вазочкам. Но на самом деле все идет от его ощущения, что тебе все легко удается. А он по-своему вот так пытается показать, что он тоже в игре. И вот это его позиция, знаешь, это как детский спор, кто круче, да, у кого писюлька побольше. Ну, примерно вот так, извините меня за выражение, ну а как я по-другому скажу? И его вот это странное поведение — это реакция на твою внутреннюю вот это вот равновесие твое. Понимаешь? То есть это как ревность. Ревность к твоим умениям, ревность к твоим стремлениям. Понимаешь? Это как примерно играть вдвоем в одну игру, да, помните раньше, Дэнди было и так далее, и тому подобное, вот 2 джойстика где. Вы вдвоем играете, а ты вот побеждаешь. И он сильнее переживает, на кнопочки начинает давить, а у него не получается, потому что ты лучше него справляешься. И, соответственно, что он делает? Как говорится, джойстиком в тебя кидает. Вот примерно вот так. Почему он не рассказывает тебе прямо о своих вот этих переживаниях, да? Ну, потому что раньше его было такое, да, когда его не слушали. Его эмоции не воспринимали всерьез. И из-за этого у него сейчас такая привычка, да, что лучше молчать про свои чувства, чтобы жалким не выглядеть. И сейчас он не говорит про свои там страхи, желания и так далее, потому что он боится, что ты там отмахнешься, скажешь: ну ты же мужик, да? Или там не поймешь всей глубины его вот этого волнения. А он тебе, знаешь, как бы говорит не тебе о себе, то, что а зачем расшатывать лодку, да, если и так нормально все. А на деле внутри у него недовольство, одиночество чувствует. Понимаешь? Потому что он что? Потому что он не выговаривается, и у него в голове: я работаю, а на это я работаю, а на это я деньги приношу, а на это. И у него вот этот конфликт играет. Плюс у тебя все получается якобы, в его глазах якобы легко все. Понимаешь? Он пытается оживить вот отношения, но он не знает как. Понимаешь? Ему недостаточно твоей похвалы и теплых слов. Вот так вот. Не хватает. Он прям задыхается без этого. Насколько сильно эти мысли влияют на ваш возможный прогресс в отношениях? Ну, это тормозит все. Все тормозит. Потому что он зацикливается на обидках, на своих страхах, боится не оправдать твои ожидания. Из-за этого у него настроение часто падает. И он начинает замечать
только минусы, а плюсы вот как будто, знаешь, вот перестает видеть. И это создает атмосферу, как сказать, уныния, где двигаться вперед крайне сложно. Каждый маленький провал сейчас воспринимается им как подтверждение, что все плохо. А каждая мелочушка, мелочь, да, он драматизирует. Ну, неприятная мелочушка какая-нибудь случилась. Вместо того, чтобы радоваться каким-то маленьким успехам, он копается в обидах, в былых, да? Почему мы не стали более счастливыми, как раньше? Неужели сейчас уже поздно? Ну, примерно вот такая какофония. Все это мешает брать и строить что-то классное. Получается, что его внутренние переживания, они тянут отношения назад, не давая вкладываться в перспективы. И он вот увязает вот в этих грустных мыслях о том, чего не получилось. Хотя на деле многое можно исправить. Просто не нужно жить вчерашними вот этими разочарованиями, ссорами и обидками. Понимаешь? Что тебе можно сделать, чтобы эти мысли о тебе он не только крутил в голове, да, но и воплощал в реальность? Развеять его страхи. Показать, что ты не игнорируешь его вот эти переживания внутренние, да, и готова спокойно обсудить все на чистоту. Перевернутая луна — это, как сказать, в страхах утонул, а это вытаскивать надо. Понимаешь? Не сидеть, как говорится, в болоте. Поделись какими-нибудь там своими наблюдениями за ним, да? Я вот замечаю, что ты иногда нервничай. На нервах. Давай поговорим с тобой. Вот что у тебя на душе? Не нужно повышать громкость своих слов, да, истерики, ругачки, давить тоже не нужно. Но и ходить вокруг да около тоже не нужно. Понимаешь? Нужно простыми словами назвать вещи. Вот скажи просто: мне важно услышать тебя, и я критиковать не буду. Почему ты ходишь грустный? Не вот так вот: почему у тебя рожа кирпича просит? Да нет, не так. Не так. Я понимаю, что ты пират и хочется так сказать, но так нельзя. Ты должна спокойно с ним поговорить. И он увидит, что ты спокойно воспринимаешь его переживания, да, не подливаешь масло в огонь, как некоторые любят делать. И он постепенно начнет выходить из вот этих подозрений, тревог, ревности вот этой своей нездоровой. Стань для него вот той, с кем не страшно поговорить там про самые темные сомнения. И это уберет иллюзии и туман, вот эту луну уберет. И у него появится уверенность, что вы вместе можете все. Нужно всего лишь прояснить недопонимание между вами. Тогда фантазии типа «она круче меня» это превратится в живое общение, где он перестанет сомневаться в себе. А он сейчас максимально сомневается в себе. Ревностно. Даже так, я бы сказал. Ну, тут больше сказать нечего. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки развелись, что ли? Что сейчас между вами? Ну, основа пошатнулась. Развелись как будто. Или вот, как сказать, не по печати паспорте развелись, да, а вот вы вместе держались раньше, да, а сейчас вот такой момент, когда все идет или к разводу, или к резкому отдалению, или уже развелись. Он чувствует, что вот то, что вы строили годами, сейчас рассыпается. И это вообще не легкий этап, потому что обоим хотелось стабильности. Но реальность, что от прежнего уюта, как сказать, остались обрывки только.
Вы можете вместе жить, да, но атмосфера напряженная, нет вот этого единого понимания, кто за что отвечает, кто вы друг другу и что дальше делать. Вы оба чувствуете себя на чужой территории. Он с ума сходит от мысли, что вот отношения под откос катятся, хотя когда-то все выглядело страстно, кипело все, крепко, крепко выглядело. А сейчас между вами вот этот холод и непонимание. И вы оба, вот как говорится, ходите по дому, да, и разговоры про будущее у вас избегание. Он озлоблен и разочарован. Все пошло не так, как он рассчитывал, и это грызет его изнутри. Что именно в тебе вот крутится у него в голове, да, и спокойно жить не дает? Твоя холодная решимость по королю мечей. Тут больше ничего. Ты говоришь ему жесткую правду. Понимаешь? Не оборачиваясь, как говорится, на то, что он обиделся от твоих слов. Понимаешь? Ему это и нравится, и бесит. Понимаешь? Он понимает, что ты умная, ты способна держать все под контролем, но от этого ему еще больнее, потому что он привык считать себя главным в семье. А твои четкие слова, холодный взгляд по королю мечей, да, вот это все, это преследует его, когда он остается один. Или пытается там уснуть, да. Ты не улыбаешься ему через силу. Ты высказываешь свой взгляд напрямую. И он просто не знает, как с этим быть. Что с этим делать? Его мысли о тебе, они варятся вот, знаешь, вот она такая неприступная, почему там не пытается вернуть все, как было. Понимаешь? И вот этот контраст сводит его с ума. Кажется, что он надеялся, что будешь ты мягче, а твоя жесткая позиция, она тревожит его сознание. Он постоянно переваривает вот это твое прямолинейное поведение. И ответ не может найти. То есть, как сердечко твое растопить? Как эти мысли заставляют его вести себя? Ну смотри, из-за вот этих мыслей, да, он резко тормозит любое общение. Это перевернутая 8 жезлов. Он может резко прободать, не отвечать там на сообщения, игнорирует все. И иногда тебе кажется, что он просто специально так делает, чтобы ты, как говорится, варилась в неизвестности. Но знаешь, правда в том, что он сам не знает, чего сказать. Внутри у него хаос. Он не хочет выглядеть слабым, поэтому он избирает вот этот путь молчания, одиночества и так далее. Он тянет время. Он не предлагает не встретиться, если вместе вы уже не живете, да, не обсуждает важные вопросы, как будто все он замедлил. И это необычно, потому что когда-то он был активным, быстро реагировал на твои слова, да, а теперь он погрузился в эти тяжелые раздумья о ваших взаимоотношениях. И он просто поставил жизнь на паузу. Не двигается ни к примирению, ни к окончательному разрыву. То есть вот так вот все. 10 жезлов перевернута. Почему он не рассказывает тебе прямо о своих переживаниях? Ну понятно, да? Это перевернутая 10 жезлов. Понимаешь, он боится, что он навалит на себя еще большую тяжесть, и вот как на картинке все развалится. Он и так сейчас подгибается под грузом вот этих обид, разочарований, бытовых проблем, работы и так далее, а откровенный разговор с тобой кажется ему просто непосильной ношей. И он думает, что вот если душу раскроет, то значит это он признает вот все свои ошибки, и что он признался, что это он во всем виноват. А он не готов показывать такую уязвимость свою. При этом он понимает, что чем больше он молчит, тем труднее все будет. Но страх заглянуть в глаза правде он перевешивает. Вот так и живет. Несет на спине мешок проблем, да? Потому что он уже тянуть их не может, все скоро развалится.
Если прямая десятка жезлов была, то несет ему просто тяжело, а тут нет, он тут развалится. Он несет больше, чем положено. Понимаешь? И вот он, как говорится, тащит волоком юзом и жалуется втихаря там самому себе на жизнь. А рискнуть раскрыться не хочет, чтобы облегчить вот эту ситуацию. Поэтому закрытость он предпочитает. Ай, насколько сильно эти мысли влияют на ваш возможный прогресс в отношениях? Ну, загоняют в постоянную скрытую борьбу, тут даже трактовать не нужно. Все нарисовано на карте. Вам тяжело даже просто обсудить мирно какие-то планы на выходные, потому что любой диалог — это спор, это ссоры, это ругательство и это вспоминание прошлых ошибок. Из-за этого прогресс, он практически невозможен. Каждый разговор, он превращается в поле битвы. Вы друг друга бесите. Бесить начинаете. А он внутри готов к бою, зная, что ты не станешь церемониться. И, соответственно, так как ты у нас, как сказать, в его глазах вот эта холодная льдинка, да, то он понимает, что нужно сильнее тебя давить, потому что он не справляется. Понимаешь? И когда вы по-доброму ты, например, к нему подойдешь, он уже настроен на оборону. В итоге ни одна ваша затея, ни одни ваши планы вперед не двигаются. Вы оба сидите в напряженном ожидании вот этой новой вспышки. Иногда вы, конечно, пытаетесь там забыться, да, там время вместе провести. Но маленькая искорка, и все вспыхивает заново. Его голова занята постоянным, как не проиграть этот спор, да, а не там, как наладить общий язык. В итоге ваше совместное будущее остается вот в тени вот этих бесконечных ваших боев. Что тебе можно сделать, чтобы эти мысли о тебе не только крутил в голове, но и воплощал в реальность? Смотри, тут нужно помочь ему выбраться из вот этих иллюзорных страхов. Нужно показать все как есть. Сказать, что ты тоже переживаешь. Уже хватит жить в тумане вот в этом. Перестань ходить вот как на, как сказать, вот хоровод водит вокруг елки, а это еще хоровод, а на елку не смотришь, а вот так, а что он там делает, мне интересно, но не посмотрю. Примерно вот так вот. Вот такой у вас хоровод странный. Не хоровод странный. Хоровод вот как подозрительный хоровод. Понимаешь? То есть нужно вам просто поговорить. Если вы вместе, вы же любите друг друга. Если б не любили, то он бы ушел, да, к другой. Или ты бы ушла к другому, если б его не любила. Поэтому просто поговорите. Четко сформулируй, чего ты хочешь, что ты готова сделать сама, что от него ждешь. Перевернутая семерка кубков, она про то, что нужно бить по иллюзиям конкретикой. Поэтому скажи прямо. У нас вот такой-то список проблем. Что думаешь с этим делать? Я хочу найти выход, готова обсудить варианты, что могу сделать я, что можешь сделать ты и так далее. Не давай ему дальше утопать вот в эти свои фантазии и сомнения. Когда он увидит, что ты не собираешься упиваться мечтами там о прошлом, громить его критикой, а хочешь реальных шагов, то он выйдет из своей раковины. Только не упреком его вытаскивай, да? Типа вот у нас список проблем, а давай вот так. Опять за него приняла решение. Поздравляю, мужика потеряешь. Понимаешь? А если будешь на равноправных, не строя из себя стратега и отпустив контроль немножко, то
тогда его голова, она переключится на то, что было, на то, чтобы вот реально действовать, понимаешь? Пусть он поймет, что тебе неинтересны конфликты ради конфликтов, а тебе нужна здоровая дорога вперед, желательно рука за руку. И это конкретно действие. Не пустые слова, а вот конкретные действия помогут ему решиться и перестать вот эти обиды жевать постоянно. Ну, тут все понятно. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки, что сейчас между вами? Ну, тут понятно, да? Мне вообще эти карты не нужно трактовать. А что сейчас между вами, это сигнификация, чтобы ты поняла, про тебя этот расклад или нет. Если не подходит, значит не твой. Ну а в отношениях у вас все под контролем. Бытовуха, бытовуха, бытовуха. Все приземленно. Общие планы, решение, куда пойти и так далее, все нормально. И он видит, что ты способна устроить вот, как сказать, весь быт, спланировать и так далее и тому подобное. И он за это благодарен. Но с другой стороны, у него ощущение, что ты не оставляешь ему пространства себя проявить. Из-за этого вы и пара, и не пара, потому что несешь ты большую часть забот на себе. А он со стороны смотрит такой и не понимает, нужен ли он тут вообще. Понимаешь? Надо убрать из лексикона вот это, понимаешь? Я уже устал от этого слова. Тебе-то в этом может быть и удобно, да, что все в твоих руках, но ему же хочется тоже что-то решать. Дай ты мужику чего-нибудь решить. Сейчас между вами состояние, вот знаешь, ты в роли надежной хозяйки жизни, а он в роли человека, который не против, но он иногда чувствует, что голос потерял. И это не скандалы ни в коем случае. Это вот, знаешь, это какое-то вот легкое напряжение. Да? Вот все под контролем, но не хватает какого-то понимания, что вы оба хотите друг от друга. Что именно в тебе крутится у него в голове, да, и не дает спокойно жить? Ну, он думает, что ты, как сказать, от каких-то плохих привычек своих умудрилась отойти. Ну, то есть ты перестала реагировать на его провокации, научилась не вестись на его манипуляции, или вообще ты отказалась от вот этого всего. То есть ты уже не ведешься на него. А раньше он тебя подковырнул, и все, ты себя чувствуешь слабенько, а тут ты арканы прожила, и у тебя дьявол перевернутый. Ему сложно смириться, что ты поднялась над своими старыми слабостями, и теперь ты выглядишь вот сильнее, спокойней, непоколебимей. Вот этой штукой, в общем, и ты молодец. А это его с ума сводит, потому что он не может больше тобой манипулировать. Он не может, как раньше. И с ума сходит. Теперь ты спокойна, не даешь ему цепляться за старое. А его внутри вопрос распирает, почему она так изменилась и больше не играет по тем же правилам. Он, знаешь, он вроде бы рад, что ты вот свободна от комплексов, да, от вот этих страхов своих, но его задевает, что ты вот, как сказать-то, независимее от него стала. Понимаешь? Как будто ты вот эту цепь разорвала, ты с ним, все нормально, отношения, но он тобой манипулировать не может уже. И его это пугает. И это он про это думает постоянно. Какие мысли в его голове, да, заставляют вести его странно и необычно? Ну, по суду понятно. Былые моменты, про старые ошибки, про твоишние, да, говорит, хочет перетрясти прошлое заново.
Это, знаешь, это как попытка добраться до твоих уязвимостей, которые раньше вызывали твою вот бурную реакцию. И он надеется, что, напомнив там про какие-то старые обиды, ссоры, про твои, как сказать, оступки, не поступки, а оступки. Вот есть же такое, споткнулась когда. Вот про твои спотыкашки, в общем. Да, еще раз напомню, кто меня любит поправлять мою речь, я не разговариваю ни на русском, ни на английском, ни на каком языке. Я разговариваю на языке деда. Это мой личный язык, поэтому существуют и егошние, еешние, тогошние и так далее. Так вот, и он хочет вот это вот раскопать тебе, где же вот это золотце, да? А золотце — это твои нервы, потому что ему нравилось раньше на твоих нервах играть. А ты проработана тебе, ты неприступна. И для него это странное поведение. Вместо того, чтобы про будущее говорить, он сейчас откатывается к прошлым вашим историям, да, пытаясь там проверить, насколько ты изменилась. Он может вот ни с того ни с сего сказать: а помнишь, ты Васька поцеловала до меня, который был? Хотя вы про это уже поговорили, про твоих там бывших и тогдашних. А он смотрит, зацепит это тебя или нет. Понимаешь? И когда он не видит вот этого ожидаемого от тебя взрыва, то он чувствует себя не в своей тарелке, потому что ты пират. И он думает, такая, она совсем другая, я не понимаю, как теперь с ней общаться. А вот это он такой человек, любит манипулировать, потрунькать на нервах, а ты у меня проработанная, ты вон проживание старших прошла, и теперь тебе все нипочем. А ты ему скажи, знаешь что, а я, скажи, еще в младшие арканы пойду. И тогда вообще он будет тебя слушаться, лишь бы не ходила. Почему он не рассказывает тебе прямо о своих переживаниях, да, и желаниях? Ну, он боится, что ты не пойдешь с ним на вот эту волну перехода, так скажем. То есть он не хочет менять то, что устоялось. Он много раз думал о том, чтобы вот все обсудить, да, там, как бы он видел совместное будущее и так далее, что его гложет. Но всякий раз представлять, что ты ответишь, там, зачем мне что-то менять, я хочу расти, то ему страшно становится, что ты вообще не поддержишь вот эту идею двинуться с места по его словам. А двинуться с места по его словам — это значит прогнуться под него. Но так как ты арканы прожила, то вспоминаешь императора, да, и, как говорится, плохой жест ему показываешь. И он чувствует, что внутри у него вот переломный момент. Надо либо вперед идти, но в другом уже формате отношений, которые понимаешь ты, а ты понимаешь только равноправие, а его это не устраивает. Понимаешь? Либо ему нужно признать, что он застрял. И из-за страха вот быть непонятым, видишь, лодка разбита и весло. Он боится получить твой спокойный отказ, потому что ты проработана, а он нет. Ну а что делать? А у него внутри все бурлит и предпочитает поэтому молчать, потому что если он тебя тронет, а ты раньше там пугалась и так далее и тому подобное, что уйдет, пугался, а теперь ты просто берешь скалку спокойненько, как дед учил тебя, да? Берешь скалку, ничего скалкой не делаешь, не бьешь, а просто спокойно говоришь: ну что ты мне хочешь сказать? И все, у него опять бурлит, и он молча уходит. Потому что что? Потому что ты дедова внучка, и потому что ты умничка, а не вот это вот все, как он покакал сегодня. Потому что ты молодец. Насколько сильно эти мысли влияют на ваш возможный прогресс в отношениях? Ну, из-за вот этих метаний у него внутри, он окончательно уйти от вот этой старой схемы общения с тобой не может. И это тормозит отношения. Вы как будто застряли в болоте. Он не решается там менять что-то, да, или вообще уходить, а ты не хочешь
напрягаться этими ссорами, ругачками и так далее. А он и не может расслабленно наслаждаться тем, что ты уже другая. И продвижение в отношениях, оно стоит на месте, потому что он застрял в этом состоянии, как вот упертый ребенок. Он хочет, как сказать, чтобы ты танцевала под его дудку. Понимаешь? А результат нулевой. Ничего тебя не берет. У тебя мышцы, хотел сказать, стальные. У тебя нервы стальные, как канаты. У тебя все спокойно, все нормально. Он психует, бегает, мечется, а у тебя все нормально. Ты помешиваешь борщ ложкой и говоришь: иди трескай, скотина. Ой, я все-таки... Извините, пожалуйста. Я увлекся. Так вот, и он хочет что-то поменять. Но он этого не делает, потому что, как сказать, ему нужно манипулировать. Там дьявол перевернутый и так далее. Понимаешь? И поэтому у вас пока нет глубокой близости. И тут все зависит от того, что он будет с тобой расти, или он просто не выдержит и побежит с соплями, пузырями к маме. Что тебе можно сделать, чтобы эти мысли о тебе он не только крутил в голове, да, но и воплощал в реальность? Знаешь, нужно тебе предотвратить его склонность к вот этим бесконечным подозрениям, провокациям и так далее, потому что он же пытается провоцировать тебя сейчас. Если он явно нарывается на спор или там пытается выудить из тебя реакцию, то спокойно говори. Вот прям я тебе говорю, говори спокойно. Прямо так. Я вижу, что ты волнуешься, Саша. Давай обсудим, все нормально. Без намеков, без подколов. Я взрослая женщина. Вижу перед собой капризного ребенка. Если ты хочешь, чтобы я стала твоей мамочкой, то пойдем, я тебе сменю подгузники. Потому что ты обосрался. Простите меня, но я должен был так сказать, потому что меня прям несет по третьему варианту. Я прям рад, тут явно пират, который прошел проживание. Не поддерживай его в этих играх, позволю вытащить себя на эмоции. Нет, наоборот, призывай к прямому разговору. Скажи: давай я тебе подгузники поменяю, потому что ты обкакался, мой маленький Сашенька. Или там скажи: хочешь что-то сказать, говори прямо и все спокойно. Как тебя учил, да? Всегда говори спокойно. Можно даже нежно шепнуть это на ушко. Вот так вот шепни ему: Сашенька, ты обосрался. Давай я поменяю тебе подгузники. Прекрати допускать от него вот эти полунамеки, недосказанности, вот эти его витиеватости, чтобы он к тебе как вампир присосался на твои эмоции. Не участвуй в словесных перепалках, где он ищет твою уязвимость. И когда он поймет, что нет смысла играть в эти, как сказать, шпионско ковыркинские допросы, да, еще раз повторяю, это дедовский язык, но рано или поздно вы его изучите. И вот его вот эти ковырки, поняла, да, расковырять хочет. И он поймет, что ты к открытому диалогу готова, а не вот к этому. То у него не останется повода варить вот эти страхи в отношении тебя, из-за которых он комплексует, вообще в голове. Тогда мысли у него перестанут быть фантазиями о том, что он тебя прогнет. Он хотя бы будет тянуться, чтобы быть с тобой наравне. Понимаешь? Только серьезный, спокойный, вот это очень важно, безэмоциональный разговор. Прям вот как я тебе сказал, шепни. Повторять не буду. Вот. И все. Приходите. Подписывайтесь на канал, приходите в проживание арканов. Троечки прожили уже арканы, тут явно это видно. Поэтому вот так вот все, или проживают. И помните, что дед плохому не научит. Нет, хотя научит.